Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Таро прогноз на декаду, на 10 дней, с 20 по 30 сентября. Давайте узнаем, что же у нас там будет до конца сентября. Сентябрь месяц– это ваш месяц, мои дорогие. Особенно до 21-го. Это, знаете, вот такие очень важные вехи, что-то у вас происходило, многое менялось. Вы тут сами многое переосмыслили. Одновременно это могло быть связано с тем, что было предыдущие, точнее, 2 года, мои дорогие. Или то, что произошло как событие в течение лета, вплоть до последних дней августа, или даже последние дни мая. Вот здесь все идет, стремиться к какому-то итогу, какой-то перезагрузки. За это время вы сами многое совершили, сделали, создали, решили какие-то вопросы или прояснили. И вот теперь вы получаете, ну вот как награду, эквивалент. Или как минимум, тут ведь смотря что понимать под этим, правда? Теперь вы более отчетливо, ясно видите, куда вы пойдете. Ну, это так, как жизненный путь. Или чем вы будете заниматься, как вы хотите жить, как обустроить свое благополучие, будем говорить. И в целом месяц ясности сентябрь для всех знаков зодиака и много работы. Вот поэтому работы будет много. Но я думаю, ваш знак зодиака работы не боится как раз. Вас этим не удивишь. Вы молодцы. Вы настойчивы и очень работоспособны. Ну ладно, давайте на колоде Ленорман достанем 4 карты, как знаки судьбы. Чем до конца сентября или какие сферы жизни выйдут на первый план, чем будете наиболее активно заниматься? Может быть, что-то придется оставить на потом, или я имею в виду отложить, как будто, да, а что-то будет более важное, как центр ваших интересов. Вот это посмотрим, либо сферу жизни, либо, может быть, это будет связано с конкретной персоной. Откроем, узнаем. Могут возвращаться еще в это время, как я сказала, те вопросы на протяжении сентября. И 21 сентября это у нас солнечное затмение в вашем знаке зодиака. Это и есть такая своеобразная квинтэссенция, когда вы подводите некоторые итоги. И до конца сентября это уже рационально, что вы будете делать дальше. Может быть, буквально тезис-план, но у кого-то это может быть связано не просто с каким-то событием или делом, кстати, которое вы отложили на потом, а тут вы об этом вспомните, или о каком-то вашем желании. И здесь как возможностями это возвращается, будьте внимательны. Но у кого-то это будет связано конкретно с человеком тоже. Итак, спросим, что или кто спешит в вашу жизнь? Неожиданности. В чем ваша фортуна? И посмотрим по основным сферам жизни. Энергия любви, энергия финансов и энергия ваших достижений. Итак, давайте будем открывать. Ну вот все. С одной этой карты уже, хочется сказать, можно завершать. Конечно, рыбы– это как богатый улов. Или хороший улов. И тут две составляющие. Первое– финансы. Второе– путешествия, переезды, перемещения. Может быть, и куда-то очень далеко. Может быть, вас в гости пригласят. Или куда-то по работе, по делам вашим, по вашим задумкам, куда-то придется отправиться, а может и не придется, это вы сами хотите и что-то инициируете. Но рыбы, понимаете, это вот именно благополучие в квадрате, а может быть в кубе, возможности, все то, что я говорила еще для карт. И вот максимально что-то для себя сделать не просто хорошее, а то, что будет служить прогрессом на долгий период времени, то, что имеет длительную перспективу и смысл. Вот такая карта. Но есть и то, что уже никаким образом не может быть продолжено. Обратите внимание. И в классических колодах называется карта гроб. Это колода Чиромаркетти. И он назвал саркофаг. Это не просто то прошлое, от которого мы так вот легко отмахнулись и сказали, ай, ладно, и пошел дальше, да? Нет, это есть в прошлом то, что дорого, любимо, то, что связано с сильными переживаниями, волнениями. Может быть, и затрат было очень много. Я не имею в виду именно материальное что-то. Скорее, тут душевное, какие-то наши надежды, может быть, и чаяния, когда мы что-то хотели осуществлять. Или пусть это
ну, действительно даже вот связаны с конкретным человеком. Но теперь мы понимаем, что, ну, существует какая-то демаркационная невидимая линия в нашей жизни. Сколько бы мы ни хотели, есть вещи, контакты или наши даже задумки, достижения, которые, ну, вот пришло время, и они завершаются. И не случайно Чиромаркетти прорисовал бог Анубис. По древнеегипетской мифологии это бог царства мертвых. Это тот, который хранит прошлое. И Чиромаркетти этой картой хотел сказать: я буду хранить, как будто Анубис вам пытается передать эту энергетику. Я буду хранить то прошлое, которое тебе очень дорого. Но для тебя сейчас период и задача идти вперед. Вот, видимо, возможности накануне. Случайно у вас даже эта первая карта выпадает. Ну, а уже какие-то итоги, я думаю, знаете, мы здесь легко уже от чего-то либо отказываемся сами, причем без эмоционального такого душевного надрыва, потому что мы понимаем, что, ну да, объективно, какой-то этап нашей жизни завершается. Ну, вот как-то так. Много будет людей, мои дорогие девы, много общения. Карта сад – это всегда как общность какая-то. Может быть, и в целом это касается у кого-то работы. А может быть, это для кого-то из вас новые перспективы, которые приходят отчасти тоже с новыми людьми. Мы какие-то идеи можем слышать или в средствах массовой информации тут и к нам мысль, какая-то идея опять же может прийти, или какой-то инсайт творческий. Почему нет? И мы хотим это продолжать. Тут действительно нужно, я бы сказала по карте сад, выстраивать новую гармонию взаимоотношений. Более того, расширять собственные возможности именно по общению, расширить собственные границы общения, позволить новым людям войти в вашу жизнь. Никто не говорит, что мы заблуждаемся или одели сразу розовые очки. Нет, мы будем анализировать, что за человек, какой, зачем ему, что нужно, да. Но, тем не менее, настало время новых контактов, новых людей в вашей жизни. Все очень серьезно. Это на какую-то далекую перспективу и благополучие. А для кого-то из вас поездки или переезд куда-то очень далеко. А я бы сказала, новое качество жизни. У вас буквально до конца сентября что-то решается. Шикарная карта древа Сферот. И в классической колоде это просто дерево. Дерево имеется в виду наша семья, наши корни, наши традиции. Это наш род, может быть, мои дорогие. У кого-то конкретно вопросы жилища, что-то вы будете обустраивать, улучшать. Но, может быть, и ваши домочадцы, ваша семья, ваши близкие, дети, внуки, у кого что, правда? Но это не в разрезе прошлого, а это именно уже на будущее. Вы подводите итоги и строите планы на будущее. Расширяете и возможности, и горизонты, и впускаете в жизнь новых людей. Вот в целом 4 карты. Почти можно не смотреть дальше Таро. Но разложила же зачем-то, правда? Ну, давайте узнаем, что или кто спешит в вашу жизнь. Но вы стрелянный воробей, так и хочется сказать. Вы точно себе не хотите навредить. Может быть, даже для вас, мои дорогие девы, после каких-то периодов, не может быть длительных, разочарований, или, может быть, это не длительный период разочарования, это произошло недавно, и для вас это, тем не менее, вас это как-то потрясло. Вот, кстати, потрясения такие эмоциональные, они могли быть летом, как я уже сказала, до конца августа. И это тоже своеобразная перезагрузка, но ничто в этом периоде месяца не происходит случайно. Если каких-то людей мы встречаем, поверьте, скорее всего, для чего-то вам это нужно. Да, и мы нужны людям, но и они тоже точно так же интересны нам, даже если мы берем сферу наших достижений или планов, ну и возможностей, соответственно. Но все-таки девятка жезлов, она говорит о том, что мы так из вот этого забора выходим очень аккуратно. В герметической колоде Таро девятка жезлов – это карта великой мощи. И нам говорят великой силы. Ты, дева, накопил уже энергию или накопила.
Ты сделал все, что мог. И вот твоя задача постепенно, шаг за шагом, выходить на авансцену. Вот это выход на авансцену – это теперь у вас основная задача. Может быть, какое-то время вы оставались или были в тени. И даже вот такую тактику вы себе построили, ну, что для меня это было совершенно необходимо. Но этот период и тоже заканчивается. Ваша миссия, мои дорогие, ну, было бы, конечно, напрасным, если бы мы так вот без оглядки куда-то прям с места в карьер буквально рванули. Мы тогда с вами рискуем поставить телегу впереди лошади, куда же мы с вами уедем. Но вы как раз люди рациональные, я думаю, с вами этого не произойдет. И поэтому все-таки идти вперед придется. Но что спешит? Вы знаете, вы сами можете где-то не спешить. Мы ведь говорим первые шаги, осторожные шаги. Скорее всего, вы будете само внимание, сама концентрация, потому что вы себе не хотите навредить. Вот такие энергии. Я не могу сказать, что что-то вот именно буквально спешит. Оно-то может и спешит. Тут вот такие энергии. Но вы-то сами куда-то не торопитесь. Вы более осмотрительны. Ладно, давайте узнаем, что же там по неожиданностям. А тут посмотрите иерофант. Это то, что по традициям, это то, что по закону. Это вы анализируете, вы правда получаете, возможно, какие-то бонусы. Или, может быть, это по работе, по сфере вашей занятости или достижения ваши. Здесь вы именно теперь получаете то, что по праву принадлежит вам. Конечно, карта Иерофант может говорить для кого-то из вас, особенно для тех, кто занят в просвещении, например. Это возможность быстро построить карьеру, мои дорогие. Может быть, и даже если не про просвещение, неожиданно вам могут предложить какую-то должность. Возможно, и вы сами делаете карьеру. Ваша карьера ступенька за ступенькой взлетает вверх. Но, мои дорогие, учиться. Вся наша жизнь – это учеба, ну, где-то и, может быть, преодоление. То есть вот эта лестница, которая ведет наверх, мы не взбегаем по ней, а мы словно поднимаемся ступенька за ступенькой. Одну преодолели, осмотрелись, отдышались, вот, наверное, как девятка жезлов. Вы все правильно делаете. Вы, вот как карты говорят, вот если где-то это резонирует с вами, то вот тогда просто нужно продолжать. Потому что тут все случается в свое время. Вы тогда идете как дорогой судьбы. Но по этой карте возможности, бонусы, да, или признание ваших заслуг, признание вас как эксперта. Причем для вас это может быть неожиданно. Может быть, вы даже и думали, к этому стремились, но это будет в большем формате, так и хочется сказать. Поэтому вам отсюда только вперед. В чем ваша фортуна? Когда вы умеете быстро перестраиваться. Ну, правда. Эта карта вообще говорит, рыцарь жезлов, о том, что будь готов к неожиданностям. Здесь могут быть и спонтанные поездки, я уже говорила, путешествия. Это карта скорости, возможно, придется переключиться с решения одного вопроса на какой-то другой, который может возникнуть внезапно, неожиданно, кстати. Но тогда это все по судьбе. И нужно ехать. Ну, наверное, как в анекдоте, я не знаю, вы о чем, но ехать надо. Вот что-то подобное у вас может проигрываться. У кого-то по личной жизни, у кого-то по делам и вашим задачам, которые вы сами перед собой поставили. А может быть, вы и не ставили. Это будет, знаете, какая-то прежняя тема, которая вот теперь только начинает разрешаться или дает вам возможности что-то продолжить. И тут не надо думать, вот в чем ваша фортуна. В том именно, что вы быстро как-то сумеете проанализировать тот или иной вопрос и, может быть, от какой-то рутины отойти, ну, может, день на два, и именно заниматься тем, что идет в руки, я бы сказала, или то, что приходит неожиданно. Вот в этом ваша фортуна. И, безусловно, по рыцарю жезлов, в чем фортуна еще может быть? В получении документа. Или в какой-то доброй новости, в каком-то добром извещении, что ли, вот такое. И неожиданном одновременно. Может быть, где-то вот эта неожиданность, она для вас будет
сопряжена с тем, что вам придется чему-то учиться. Все-таки иерофант. У вас немножко перекликаются все три карты, поэтому я так и говорю. Ну, может быть, банально. Рост по карьерной лестнице, да, или возможность так вот головокружительно построить карьеру, но вы приходите к выводу, что «а мне нужно знание языка». И вы галопом пойдете учить этот язык, и поверьте, у вас очень быстро вы достигнете максимально приличного уровня, так, чтобы свободно изъясняться и понимать. Ну, я для примера, а примеров в жизни бывает очень много. Перекладывайте, тут, правда, от чего-то никак нельзя отказаться. Даже вот как я случай с языком привела, вы ведь можете стушеваться, я язык не знаю, там он необходим. Ну, лиха беда начала. Не знали, все узнаете. У вас сильная позиция. Энергия любви. Ну, восьмерка пентаклей – это карта работящего человека. И, в принципе, я всегда по ней говорю: продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. У девы терпения хватит. Я даже не сомневаюсь вообще ни одну секунду. Ну, многие со мной согласятся, те, кто в паре, те, кто человек семейный. Ну, личная жизнь, увы, это не только бабочки в животе и прогулки под луной. Это все-таки работа. Работа в отношениях. Хотя бы работа, потому что встречаются два разных совершенно человека. Им нужно как-то научиться смотреть в одном направлении. И, может быть, карта для кого-то из вас просто символизирует то, что, ну, вы будете как друг друга, может быть, даже в тех союзах, которые сложились, узнавать себя или друг друга заново. Может быть, вы построите какие-то новые планы даже, да, а для кого-то из вас по личной жизни. Нам не говорит эта карта о встрече, например, да, которая вот буквально за углом вас ждет. Но все-таки есть смысл работать, и я могу предположить, и тут ведь у нас неожиданность, судьба. Ну, такая подсказка. А мы с вами говорили, расширяйте границы своего общения, позвольте новым людям войти в вашу жизнь. И, может быть, вы занимаетесь своим творчеством, своими достижениями, работой, и именно через эту сферу к вам придет тот человек, который близок вам душой. Вот этого я тоже не исключаю. Но попутно скажу, что одна из лучших карт в колоде на деньги. Поэтому финансовый достаток рыбы. Ладно, давайте узнаем, что же там по энергии денег. Но все-таки держите ухо востро, потому что по двойке мечей могут быть какие-то конфликты, кстати, из-за денег. Либо что-то вам самим может не нравиться, либо банально какая-то путаница. Все что вы задумали, наверное, не так быстро решается. Но перспективы прекрасные. Но, видимо, какую-то путаницу по деньгам вам нужно еще разрешить, разобраться. Может быть, мои дорогие, вторичный доход. Вверху у нас опять же иерофант, как по судьбе. Иерофант нищий не бывает, мои дорогие девы. Но, может быть, обучение, кстати, да, вот у кого-то дополнительный доход, может быть, работать посредством интернет, может быть, это какие-то маркетплейсы, там, ну, все что угодно. Работа из любой точки мира, когда мы тоже можем, да, работать вот так. Но это тоже нужно изучить. И где-то учеба, может быть, и это одновременно будет увязано с деньгами. Может быть, прохождение, опять же, курсов онлайн. Или это когда новый источник дохода, но вы в нем не уверены, вы что-то будете, скорее всего, просчитывать. И это правильно, потому что двойка мечей говорит, что ты должен что-то очень хорошо обдумать. Здесь нельзя действовать как-то так по наитию или на эмоциях, по импульсу. Нет, все то, что денег касается, должно быть просчитано, подсчитано, мои дорогие. Я думаю, с этим у вас тоже проблем не будет. Все можно решить. Энергия достижений, королева мечей, прообраз вообще, пусть не в этой колоде, но я всегда говорю про образ Юдифи. И известно, она и вошла в историю именно потому, что отрезала так отрезала. Не случайно всегда с мечом изображается. Это имеется в виду, с одной стороны, есть какая-то, может быть, прежняя прерогатива ваша, то, что, чем вы занимались, или даже, может быть, и помеха у кого-то. Вот теперь какая-то помеха, вы можете от нее избавиться. Вот, кстати. Может быть, это и будет где-то прощание с прошлым.
Может быть, это именно вы что-то будете завершать и понимать уже теперь, до конца месяца, как вам это мешало. И тут у каждого по-своему, потому что вот этот отказ или завершение какой-то прежней ситуации как бы повторяется в двух картах. Да, королева мечей она сама отрезает. Или сама так вот рационально понимает, что нет, это именно уже мне, ну, не способствует. Для меня это как кандалы, оковы, это надоело, и кроме меня это не сделает никто. Смотря плюс-минус, у кого чего касается. То есть какую-то чистку, порядок в своей жизни, новую организацию вы точно наводите. И в части ваших достижений, ваших планов. Анализируйте что-то одним словом, ведь эта карта интеллекта. Уран у нас сейчас революционная планета инноваций и всяческих новых технологий. Знаки зодиака Близнецы. И Близнецы это тоже Меркурий. Но Меркурий Близнецовский и ваш Девы, он несколько разный. Близнецы – это быстрое переключение где-то, да, или быстрая работа с информацией. А у вас это больше где-то аналитика. Нужно, не нужно, да, это будет рационально или нет. И если, ну, возьмем даже скоростной режим, близнецы, они бы уже переключились за какой-то промежуток времени несколько раз, а вы тут сначала, если уж отказываться, то дай-ка я просчитаю, чтобы потом уже точно поставил точку, и уже я об этом не вспоминаю, я уже к этому не возвращаюсь. Но вот есть тут какая-то двойственность, опять же, в этой ситуации, которую вам нужно разрешить. Но возможности, видимо, так нужно. Может быть, и обдумать, правда? Когда мы рационально приходим к какому-то выводу, согласитесь, мы тогда вообще ни о чем не жалеем. Было? Спасибо, иду дальше. Ну вот как-то так, вам только вперед. Перекладывайте на себя, мои дорогие, мои любимые девы. Я вас люблю. И хочу вас поблагодарить за ваши добрые комментарии, искренние комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.